Возможно ли с помощью висцерального массажа избавиться от храпов? Ну, еще как. Вот представьте, что когда печень наша становится тяжелой, то есть она нарушается отток желчи, а это часто, если луковица 12-перстной кишки спазмируется из-за стресса, то нарушается отток. И вот нарушенный отток, он рефлексирует с нашим языком. А что же за рефлекс? Это корень языка. И вот оказывается, если у храпящего человека потрогать вот таким вот образом язык, корень языка, то он всегда болезненный. Конечно, можно попытаться снять каким образом? Взять, размять. Надавили, подержали, боль ушла. Надавили, подержали, боль ушла. Но это все равно временное явление, потому что вообще-то надо помочь печени, чтобы вот этот отек, который там, или накопление, это застой желчи в левой, в правой доле печени, это накопление стоячей крови, так, и 2500 обменных процессов, они нарушаются, конечно. И существуют другие реакции, о которых мы не говорим. Но вот первая, самая яркая, это корень языка. И обратите внимание, как только человек принял алкоголь, даже немножко, он начинает подхрапывать. Потому что любой алкоголь вреден для здоровья. Ни в одной энциклопедии вы не прочитаете, что алкоголь полезен. Ну, кроме, конечно, газет, каких-то журналов. Но я тоже согласен, что так как нам приходится работать с печенью, я могу сказать, что даже небольшое количество алкоголя обязательно нужно снять это состояние, продавить умело, для того, чтобы ночью не храпеть, не будить никого из окружающих.